Всем привет! Сегодня на обзоре новый робот-пылесос Smart AI G50. Это самая бюджетная модель от компании Smart AI, которая оснащена гироскопом для навигации, поэтому и цена у нее составляет примерно 12 тысяч рублей на момент выхода ролика. А что касается силовой начинки, то производитель не поскупился и поставил мощный японский мотор Nidec 2600 паскаль, как у старших моделей, и он реально мощный. Также Smart AI G50 выполняет не только сухую уборку, но и влажную протирку пола. Для этого в комплекте идет отдельный большой бак для воды. Smart AI G50 можно заказать в официальном магазине на площадке AliExpress в белом или черном цвете. Доставка бесплатная. Продавец предоставляет гарантию на 1 год. Там же можно заказать все расходные материалы. Smart AI G50 поставляется вот в такой транспортировочной коробке с удобной ручкой. У меня комбо-набор. Продавец положил дополнительные расходники в общей сумме 2000 рублей. Далее расскажу, как бесплатно их получить. На основной коробке изображен робот-пылесос и написаны технические характеристики. На защитной картонке также представлены технические характеристики. Мощность всасывания 2600 паскаль, может непрерывно работать 2 часа на минимальном режиме, пылесборник объемом 510 мл, достаточно вместительный, уровень шума меньше 65 дБ, имеется функция автоматической подзарядки. При 20% зарядке робот-пылесос автоматически поедет на подзарядку. Можно составить график уборки, бак для воды объемом 300 мл с возможностью регулировать интенсивность подачи воды на салфетку. Роботом можно управлять с помощью комплектного пульта или через мобильное приложение. Также есть скидочный купон на покупку аксессуаров. В комплекте инструкция на английском языке, под видео оставил ссылку на русскоязычную инструкцию. Махровая салфетка из микроволокна, бак для воды объемом 300 мл, хватит на уборку относительно большой квартиры. Имеются контакты, так как внутри установлен насос для регулировки подачи воды. Салфетка крепится на липучке, вода подается через 4 отверстия. Белые точки – это фильтры, которые можно заменить. Дополнительно положили HEPA-фильтр. В передней части бака есть отсек для сухого мусора. В режиме влажной уборки робот подметает мусор, но не пылесосит. Универсальный адаптер питания. Дополнительная щетинистая турбощетка. Пульт управления питается от 2 батареек типа 3А, идут в комплекте. Инструмент для чистки устройства. Сам робот-пылесос с пылесборником и 2 боковыми щетками. 3 вида электрических вилок, в том числе европейского стандарта. Док-станция. Вверху есть индикатор, светится, когда база включена в сеть. Снизу 4 резиновые вставки, на них нанесен клей, так что базу можно приклеить к полу. И 2 боковые щетки. Чтобы дополнительно получить турбощетку, 2 боковые щетки, HEPA-фильтр и салфетку бесплатно, после заказа данного робот-пылесоса необходимо написать продавцу «Gift from Hector». Ссылка на Smart AI G50 указана в описании под видео и в первом комментарии. Робот выглядит привычно для эконом-сегмента, он черного цвета, верхняя крышка глянцевая, практически зеркальная. Выглядит красиво, но решение не очень практичное, пыль садится моментально. Корпус у Smart AI G50 компактный, высота 79 мм, при диаметре 315 мм, весит 3 кг. На панели имеется одна кнопка для включения режима автоматической уборки. Классический бампер, в который встроены ЭК-датчики, чуть ниже резиновая накладка. На правом боку переключатель включения-выключения и гнездо для зарядки напрямую через адаптер питания. Сзади установлен пылесборник. Имеется обратный клапан. В контейнере установлен сетчатый фильтр и HEPA-фильтр. Снизу на робот-пылесосе установлены 2 боковые трехлучевые щетки. Они крепятся на винты. Поворотное колесо, 2 контакта для зарядки. Спереди размещены 3 датчика защиты от падения. Под крышкой спрятан аккумулятор на 2600 мАч. 2 основных колеса оснащены резиновыми покрышками с небольшим протектором, благодаря которым устройство может преодолевать пороги высотой до 15 мм. По центру установлена турбощетка. Ворс не очень плотный, силиконовых вставок нет. Основные технические характеристики представлены на экране. Для управления пылесосом можно использовать мобильное приложение Smart AI, доступное для смартфонов на Android и iOS. Внизу на главной панели можно посмотреть составленную карту помещения последней уборки. Большая кнопка активирует автоматический режим уборки. Эта кнопка принудительно возвращает робот-пылесос на базу для зарядки. Ниже на отдельной панели имеются 4 различных режима. Это автоматический, движение зигзагами до полного покрытия помещения.
По периметру – уборка участков вдоль стен и препятствий. Локальный режим – очистка сильно загрязненного участка по спирали в радиусе 1,5 метра. Тщательный режим – это уборка перекрестными зигзагами внутри квадрата метр на метр. Также есть имитация пульта для ручного управления. Можно настроить уборку по графику в нужное время и день недели. В следующем меню регулируется мощность всасывания, регулировка подачи воды, можно посмотреть журнал уборки, найти робот-пылесос по звуковому сигналу и отследить состояние расходников. Рассмотрим функции на пульте. Левая верхняя кнопка служит для подключения робота к Wi-Fi сети. Ниже джойстик для ручного управления роботом-пылесосом и кнопка старт-пауза по центру. Под джойстиком расположена кнопка регулировки мощности всасывания, всего 4 режима. Также все основные функции продублированы. Запуск тщательного режима уборки, локальный режим, по периметру, а также кнопка переключения между языками голосовых оповещений. Перейдем к тестам. Робот строит карту в режиме реального времени, чтобы пользователь мог следить за траекторией движения устройства. После эта карта сохранится в журнале уборки. Основной инструмент для ориентирования в пространстве – это гироскоп. Он подсказывает роботу направление движения и помогает планировать маршрут, стараясь убирать квартиру последовательно. За 20 см до приближения к препятствиям срабатывают встроенные в бампер ИК-датчики, а при непосредственном контакте включается тактильный датчик. Робот сначала проходит всю доступную площадь змейкой, после чего переключается на режим обхода периметра и возвращается на базу. Он смог пройти всю доступную площадь, нигде не застрял, но вокруг коробки отдельно не обмел. На уборку около 15 квадратных метров ему потребовалось 23 минуты. Скорость уборки стандартная. В целом к навигации претензий нет, учитывая, что робот недорогой и установлен гироскоп. Проверим, хватит ли мощности у робот-пылесоса убрать просыпанную фасоль. Немного фасоли осталось по углам, но это проблема всех круглых пылесосов. Тест пройден. На ковре Smart AI G50 тоже показал отличные результаты, без особых трудностей справился с мусором, тщательно вычистив ковер. Не знаю, где это может пригодиться, но знаете, по наклонным поверхностям он легко взбирается. 16-мм панель из ЛДСП он преодолевает с трудом, ему под силу переезжать порожки высотой до 15 мм. Проблем с проездом темных покрытий не наблюдается. Черный коврик робот не распознает как перепад высоты. Чтобы заставить Smart AI G50 вытирать полы, достаточно заменить пылесборник на совмещенный модуль. Предварительно в бак нужно залить 300 мл воды, а на липучку закрепить смоченную под краном микрофибру. За смачивание салфетки отвечает электронасос, что исключает протечки при застревании. Интенсивность подачи воды можно регулировать через мобильное приложение или с помощью пульта. Малое количество воды. Начинаю влажную уборку. Среднее количество воды. Большое количество воды. При минимальном расходе бачка хватает на 120 квадратных метров. К плюсам Smart AI G50 можно отнести хорошее качество уборки, множество режимов уборки, управление через мобильное приложение и пульт. Также стоит отметить большой объем съемных контейнеров и невысокую цену. К минусам относится уровень шума в максимальном режиме, иногда при уборке пропускает участки, ищет базу на ощупь, то есть не запоминает расположение базы. Робот-пылесос Smart AI G50 – это идеальный выбор для квартир-студий или однокомнатных квартир с однородными покрытиями и небольшим количеством препятствий. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте и Инстаграм. Всем пока!